Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта чебурашка по вашим многочисленным просьбам. Торт замечательный, опять-таки из 80-х годов, очень старый рецепт и очень легкий. Из самых доступных продуктов, очень бюджетный торт. Получается быстро, ему даже не нужна длительная пропитка, так сказать, длительное нахождение в холодильнике, чтобы пробовать. Можно его испечь и буквально как только остынет, пробовать. Вкусный, быстрый и очень такой интересный рецепт. Ну что, мои дорогие, начнем печь. Сегодня для нашей чебурашки нам понадобится 3 яйца. Нужно будет белки отделить от желтков. Желтки пойдут в тесто, а белки пойдут в крем, в безе, так сказать, наверх. Отделяем белки от желтков аккуратненько и отправляем в посуду, где будем замешивать тесто. Этот пирог, мне кажется, пекли все в наших далеких 80-х годах. Его пекла очень часто и моя мама, но я совсем-совсем забыла про этот рецепт. Добавляем сюда же 150 грамм сахарного песка и начинаем размешивать. И очень многие мне писали в комментариях, очень многие вспоминали про этот рецепт, и я вот решила его спечь, вспомнить, так сказать. Сюда же добавляем 3 столовые ложки полной сметаны, приблизительно 100 грамм. 100 грамм растопленного сливочного масла или маргарина. Ванилин. И все это хорошенько размешиваем. Кто никогда не пробовал этот пирог, попробуйте. Мне кажется, он понравится всем, и он абсолютно несложный. Добавляем 450 грамм муки. Мука у меня уже просеянная. Сюда же сверху я добавляю сразу разрыхлитель 20 грамм. И нам нужно будет сейчас все это хорошенько перемешать. Добавляю оставшуюся муку. И теперь уже замешиваем, конечно, рукой. Сейчас я вам покажу, до какого состояния нам нужно будет довести наше тесто. Вот такое оно у нас должно получиться. К рукам абсолютно не липнет, мягкое и плотненькое. С ним работать очень-очень легко. Переносим тесто на поверхность, где будем работать. И нам нужно будет разделить его пополам. Приблизительно пополам делим. Первую часть нам нужно будет раскатать на донышко, а вторая пойдет на крышечку, так сказать. Форма 26 сантиметров, застеленная у меня уже она пергаментом. Распределяем равномерно тесто. Этот пирог очень часто пекла моя мама, потом пекла я, а потом я его забыла. И вот наконец-таки вспомнила. Делаем бортики и кладем джем, мармелад, варенье густое. У кого что есть, повидло. У меня сегодня клубничный джем. 250-300 грамм нам нужно будет взять. Распределяем его равномерно. Можете даже положить абрикосовый джем, любой джем, какой вы любите. Бортики невысокие делаем. И сейчас нам нужно будет сделать, так сказать, крышечку для нашего пирога. Форму я обрисую, чтобы знать приблизительно, какой круг нам нужно будет раскатывать. Фломастер у меня пищевой. Если у вас не пищевой фломастер, то переверните бумагу. И раскатываем вторую часть теста. Духовку уже включаем разогреваться чуть-чуть раньше, на 180 градусов. Будем выпекать пирог в режиме вверх-вниз. Теперь с помощью скалки нам нужно будет перенести крышечку на пирог. Аккуратненько переносим. Закрываем все края хорошенько. И наколем вот так вилочкой. Отправляем выпекаться. Пирог у меня сегодня должен выпекаться приблизительно 30-35 минут. Пока будет выпекаться пирог, начнем работать с белками. Для белков белки мы отправляем в посуду в чистую обязательно, чтобы не было никаких остатков масла. Подсаливаем
И постепенно взбивая, добавляем сахарный песок. 100 грамм сахарного песка на 3 белка. Мы делаем не настоящее безе, потому что у нас всего 100 грамм сахара идет. Для безе нам нужно будет взять вдвойне вес белков. И вот до такого состояния доводим. Пирог у меня уже выпекся. Вот до такого состояния мы его доводим, следим за духовочкой. Спускаем температуру от 180 градусов до 150 в духовке. И сейчас нам нужно будет взбитые белки уложить очень красиво, уложить сверху на пирог. Укладываем с помощью ложечки. И, как вы уже поняли, нам нужно будет запечь это все. Вот такие волны сделаем немножко. И отправляем в духовку. У нас он еще будет выпекаться приблизительно 25 минут. При 150 градусах уже. Пирог у нас уже готов. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Я его очень хорошенько остудила, в холодильник не клала. Но он полежал у меня где-то 2 часа на столе. Режем, пробуем. Заваривайте чай, мои дорогие, пробуйте. Посмотрите, какая красота. Вкусный, сладкий и очень ароматный. Запах клубники бесподобно получается. Ну что, пишите, как у вас получился пирог, понравился вам рецепт или нет. Делитесь своими рецептами и будем дружить. Всех очень люблю. Пока-пока, мои дорогие.